Ну, а из нашего процедурного кабинета сегодня всю ночь доносился храп. Поспать в клинике пациентку уговорили доктора. Перед сном на ее тело прикрепили множество датчиков. И всю ночь изучали, происходят ли во сне остановки дыхания. Смерть от остановки дыхания – это самое страшное следствие храпа. Доброе утро. Доброе утро. Ну что, друзья, у нас сегодня в нашей телевизионной клинике всю ночь провела пациентка Алла Павловна Вострикова. Мы начинаем большой, серьезный, в нескольких программах разговор о храпе, потому что храп не только мешает окружающим. Храп, к сожалению, может быть причиной гибели человека во сне, потому что именно во время храпа возникает остановка дыхания во сне. Ну что ж, давайте посмотрим, как образуется храп. Через нос и глотку воздух проходит по гортани и попадает в легкие. У некоторых людей с возрастом мышцы мягкого неба расслабляются и обвисают. Они перекрывают просвет гортани так, что воздух не может протиснуться сквозь узкую щель. Может наступить ситуация, когда обвисшая мышца полностью перекроет просвет для воздуха. Тогда и наступит остановка дыхания, и человек может погибнуть. Какие симптомы говорят о том, что храп может быть опасен? Причем я хочу, знаете, чтобы вы симптомы разделили на две группы. Что чувствует храпящий и что могут заметить любящие его люди, которые слушают этот храп. Опасный храп – это прерывистый храп. Когда человек храпит, потом возникает пауза, 10, 20, 30 секунд, иногда минута, а потом громко близкие думают, ну слава богу, он перестал. И потом опять нет, скорее близкие говорят, боже мой, он перестал дышать. Иногда это прямо циклически происходит, буквально несколько десятков раз в час. И вот если такая ситуация окружающие замечают громкие всхрапывания с избыточной двигательной активностью, иногда пациент вскрикивает, стонет, переворачивается. Вот это очень серьезная ситуация, которая требует обращения к врачу. Ничего такого муж не рассказывал, с вами не бывало? Пока, наверное, боится рассказывать. Что может чувствовать сам храпящий? Что его может насторожить и заставить пойти к врачу? Действительно, есть симптомы, которые позволяют заподозрить ситуацию. Первое – это поверхностный, беспокойный, неосвежающий сон. Вот вроде бы человек проспал свои 8 часов, а встает ужасно разбитый, с больной головой, с высоким давлением. То есть получается, что как будто бы и не спал. Второе – это учащенное ночное мочеиспускание. В состоянии стресса почки продуцируют больше мочи, и человек может 3-4 раза за ночь полным мочевым пузырем ходить помочиться. Следующее – это тяжелейшая дневная сонливость. Опять же, вроде бы человек поспал, встал, пошел на работу, сначала заснул за рулем автомобиля, извините, в пробке. Или в автобусе. Или в автобусе. Да, потом заснул за рабочим столом, потом заснул на собрании, хорошо, если не в президиуме, да, и захрапел. Ну и последнее, если у человека прогрессивно нарастает масса тела, вес. О чем мы говорим? Что нарушается гормональный профиль, недостаток кислорода приводит к прогрессирующему ожирению, и это порочный круг. У Аллы Павловны мы, к счастью, не обнаружили катастрофических проблем. Есть храп, есть легкая форма болезни остановок дыхания во сне. То есть, да, остановки были, но они не критичны, и они не привели к нарушениям на ЭКГ, они не привели к тяжелому падению насыщения крови кислородом, хотя, конечно, звоночек уже серьезный. Прозвенел. Поэтому сегодня мы решили показать вам то, что вы можете сделать дома. С первого совета начну я. Надо похудеть, Алла Павловна. Стыдно в 46 лет выглядеть на 58. Похудев, вы можете просто избавиться от храпа.
Это очень важно. И теперь упражнения. Да? Давайте показывать упражнения, которые вы можете делать дома, никто не нужен. Делайте сами и будете лечиться от остановок дыхания во сне и от храпа. Первое упражнение. Надуваете щеки, да, и вот так перекатываете воздух из одной щеки в другую. Да, надувайте эту щеку. 30-40 раз надуть обе щеки. Второе упражнение. Язык пытаемся достать подбородка. Выдвигаем язык. Давайте. Выдвигаем, ничего страшного. Вот так, как будто хотите показать язык. Во время таких упражнений начинают работать мышцы глотки и верхнего неба. Постоянные тренировки повышают их тонус. В результате во время сна небо не будет обвисать и перекрывать гортань. В результате вы перестанете храпеть. И последнее упражнение, когда вы упираетесь рукой в нижнюю челюсть сзади, вот давите ее назад. Вот так. Да, а саму челюсть выдвигаете вперед. Вот, да, вот так. Регулярные занятия в течение месяца ситуацию при неосложненном храпе могут вообще устранить. При легких формах болезни, по крайней мере, на 50% облегчить. Единственное, что это нужно делать регулярно. Как любые мышцы, если бросить тренировать, постепенно ситуация вернется к обратной. Вот так, друзья, такие простейшие упражнения могут избавить вас от храпа, а значит, от остановки дыхания во сне. В следующей программе мы продолжим разговор о тех угрозах, которые несет обыкновенный храп. Спасибо большое Роману Вячеславовичу Бузунову, доктору медицинских наук и заслуженному врачу России. Наша программа продолжается.